Дорогие подписчики, гости канала, а также тот, кто проходил мимо. Всем привет. Привет, привет. Что-то у меня так непонятно. Может быть, и так немножко. Вот. Может быть, и так. Так, надеюсь, вы подписаны везде, на мой магазинчик на eBay, Etsy, а также на все платформы, где мы есть, а также в Телеге, МК. В общем, если кто не подписан, приходите, милости просим. Какие там новости, в общем, я надеюсь, вы в сообщество наше заглядываете. Здесь на Ютубе, на YouTube-канале есть сообщество, и там периодически выгружаем какие-нибудь новости. Сразу хочу сказать, вы заходите, когда вы зашли в сообщество, там есть в сообществе есть два раздела. Первое – это сообщество, и там как бы какие-то посты, это такого общего характера. Но если вы немножко пальчиком там поведете, ну, например, там, возможно, будет написано у вас что-то, архив, там еще чего-то, а потом будет такое истории. Типа сейчас сделали на YouTube-канале, я уже рассказывала об этом, сделали как, например, ну, к примеру, как в Инстаграм, да, то есть есть посты, которые выгружаешь в сообщество сразу, и они уже как бы приравниваются к ленте, то есть они в ленте YouTube, и как бы есть такая функция, добавили там музыку, можно, да, сопровождать посты музыкой, и я, в общем, тоже так делаю, и это можно наблюдать, в общем, в ленте, да. А есть история записи, и вы туда заходите, потому что я вижу, что вы туда не заходите. А там наша админ Татьяна, она там размещает очень много информации, поэтому смотрите, есть просто сообщество, да, записи, а есть, например, история записей. Вот заходите в историю. Там ежедневно Татьяна размещает какие-то посты, что касаемо новостей. А также подписывайтесь в телеге. И в телеге там постоянно с утра до вечера новости. Да? Есть перерыв, все пошли спать, в общем. А потом все пришли с утра, и опять все начинается. В общем, колесо фортуны. Так, кто у нас здесь пришел? Посмотрю. Всем привет, привет. Привет, дорогие мои. Так, ну, я, в принципе, с картами Таро есть вопросы, кое-какие надо разобрать. Ну, сейчас я записывала. Вы представляете, вообще просто этот YouTube, конечно, этот интернет, записала одно видео. Но, кстати, оно не удалилось, и я его посмотрела сейчас, как прийти к вам, да. И оно, в общем, грузится, да, там скоро начнется обработка. Я не знаю, загрузится или нет, тогда, в общем, я это выгружу на Бусти, бенефиты. Еще дополнительно к тому записала повторно, думала, не записала. Вы представляете? Вот, вот так, да, вот такая, в общем, доля у блогеров, да, записал, не записала, записывай еще раз, в общем. Никуда не денешься. Так что, если вы не подписались на Бусти, в общем, подписывайтесь. Если нет у кого возможности подписаться на Бусти, от Бусти есть бенефиты. Вы можете мне написать в телеграм-канале в личку, и я вас туда добавлю. А также у нас есть там группы, где мы обсуждаем там расклады, какие-то астрологические прогнозы, ну и плюс общая телега группы для группы BTS. В общем, не группы BTS, а для группы BTS. В общем, что там пишут, в общем, вот Татьяна что выгружает. Вот Хасок, фотографии я вижу, щечки так, в общем, да, губки, щечки, солнышко. В общем, отредактировали фото уже, и мы видим Тэхёна Чонгука, искусственный интеллект, в общем, рулит. И я сейчас тоже для Бусти бенефиты делала расклады, и мы обсуждали там одни фото Чонгука, в общем, да, правда это или неправда. Поэтому искусственный интеллект сейчас, знаете,
В общем, сделает и качество, и все подправит, и и заинтриговали нас, в общем, да. Замечательный арт она здесь выгрузила. Это у нас Юнги здесь с гитарой. Вообще реально класс, вообще очень красиво. А также от Ки был, да, видели, там тоже такой интересный арт был. Вигу сидят совместно, да, один играет на гитаре, второй, в общем, вот, слушает по ходу, да. А вы тоже заметили отражение Тэхёна в зеркале видео Чунгука? Или у нас уже коллективные галлюцинации? В общем, да, вот такой пост я читаю. Потому что если это действительно Тэхён, то, кажется, наши красавчики снова делят один номер на двоих. Совпадение, возможно, но мы-то с вами знаем, что такие совпадения армии просто так не проходят. В общем, да, вот такие у нас посты в телеге. Так что, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Вот, слова в самое сердце, встреча с тобой была судьбой, дружба с тобой выбором, но я не мог повлиять на то, что влюбился в тебя. В общем, да, вот такой пост. Вот, Чонгук режиссер. Ну, я не буду все зачитывать, это последнее, но вы можете обязательно подписаться в телегу, и, в общем, на ВК тоже есть, и, в общем, со всем этим знакомиться по желанию. Так, ну, у меня немножко текст там заготовлен, но он был заготовлен еще там несколько дней назад, поэтому, естественно, это уже что-то устарело. В общем, но я в любом случае буду согласна с сценария, да. Так, 19 августа, и последние концерты тура прошли в Арлингтоне 15-16 августа. И, в общем, сейчас мы ждем концерты в Торонто. В общем, Татьяна там выгружала в телеге видео, что идет репетиция. Вот. Дальше. М, Вопрос, поэтому так, вопросы. Ну и знаете, мы же там тоже в телеге выгрузили такой там и анализ, ну, время от времени какие-то анализы выгружаем, а также в бенефитах я там делала расклады, что касаемо концерта, еще вот сейчас там записывала. И мы говорили тоже по поводу по поводу последнего концерта их в Арлингтоне, и о том, что вот активно обсуждают, ну, до сих пор обсуждали и обсуждают Вигу, в общем, да. Но хочу сказать, что как бы все заметили, адекватные люди, в общем, те, кто анализирует Вигу и так далее, и говорят о том, что ну, независимо там, что было на концерте, после концерта мы увидели от них контент совместный, да, и это, в общем, ну, можно сказать, что ни о чем это обсуждение. Но в любом случае мы же все обсуждаем, да. Напишите, вот как вы думаете по поводу этого, права я там, не права, пишите. Вот. Так, ну, вообще, как бы, утихает ли сейчас на данный момент, я сегодня тоже заходила утром, утихает ли обсуждение, что касаемо концерта? Ну, нет. Конечно, да, все новое, что приходит, оно затмевает вот эти все обсуждения, но в любом случае это еще обсуждают. 17-19 августа, вот эти у нас шиперские войны. Часть чигукеров негативно реагирует на то, что Гук проводит время, появляется в контенте с Тэхёном. Вот. Об этом, да, пишут. Ну, и как бы чигукеры тоже выгружают какие-то видео, там и даже с концерта, вот, взаимодействие Чонгука и Чимина, в общем, да. В общем, фандомы, в общем, не спят, скажем так. Вот.
На этом фоне снова идет хейт в сторону Тэхиона, поднимаются старые скандалы и различные эпизоды, которые фанаты используют в своих спорах. И вот что интересно, да, мы тоже сейчас, я проводила, вот записывала видео сейчас, да, ну, на Бусти, в бенефитах, и тоже мы эту тему поднимали. Тем более после поста Тэхиона и его фразы, и эту фразу мы также разбирали, да, кому это была адресована фраза, фанатам, в общем, да, вот, ну, например, что со стороны Тэхиона и забота о фанатах, и внимание фанатам, чем больше, больше и больше, и фанаты охладевают, да. Ну, к примеру, можно так это к этому привязать, но это не факт, что было сказано, в общем, именно для фанатов или для партнеров каких-то, или еще чего-то. Ну и, в общем, я по поводу хейта в сторону Тэхиона, да. Всплывает ли что-то старое? Да, ну, в принципе, знаете, что касаемо старого, ну, много есть и видео еще до сих пор, перезаливают их, какое-то вносят что-то свеженькое в какие-то старые там видео, ну, например. По поводу Тэхиона, да, какие-то видео, еще когда они там были молодые, в общем, да, и вместе с Тэхионом много каких-то таких шортиков, которые сейчас вот активно обновляются, да, некоторыми блогерами, там музыку какую-то накладывают, да, ну, там что-то добавляют, что-то меняют, в общем, какой-то текст. И, в общем, все классно получается, и это еще, в общем, смотрят, да, старое смотрят, и много просмотров. Что касаемо фанатских версий, что может происходить действительно между мемберами за кулисами, и вот, скажем, вот в том раскладе, который я сейчас там делала, да, на Бусти бенефиты, там очень хорошо, в общем, также я доставала карты на днях, и я там более подробно описывала, что касаемо мемберов. Ну, но я касалась этого, да, вот мемберы и не только за кулисье, а и на концертах. Вот именно если мы берем этот концерт, Тэхион с Намджуном, да, там, в общем, Чунгук сидел, Тэхион и Намджун. И вот общение Тэхиона с Намджуном. Какие вышли карты, я это разбирала. Кстати, очень интересные вышли карты, очень хорошо показали динамику их взаимоотношений. В общем, это можно посмотреть на Бусти, там, в общем, на Бусти, скажем, да. Так, и, в общем, такое у меня вступление. Может быть, оно немножко хаотичное, потому что все равно я не читала это по сценарию. Я, в общем, все говорила своими словами. Хотя можно было быстро прочитать, в общем, и каждый бы тогда это послушал. Так, кто там пришел? Нина, вот, привет. Нина, Екатеринбург. Спасибо, что заглянули. Вот. Всем привет-привет. Взяла карты в руки, в общем, да. Не знаю, как вам видно, слышно. Ну, наверное, слышно. Вот. Если бы было не слышно, вы бы, наверное, уже написали, да. Так. Все вопросы мне присылают в Телеграм, в личку, в общем. Также спасибо за ваши донаты, спасибо спонсорам, спасибо вам за поддержку. Тема. Что действительно происходит между мемберами за кулисами? Вообще между мемберами, имеется в виду на концерте и за кулисами. Ну, не буду концерт уже трогать, в общем, за кулисами, да. Так, и первый вопрос, что ждет? Привет, Айша, спасибо, что заглянули. Что ждет мемберов BTS после окончания тура? Вообще, я много делала раскладов, что касаемо, ну, знаете, какие были вопросы? Будет ли продолжение тура, да? Ну, так мы задавали, да? Ну, и, в принципе, что
как бы после окончания тура. Достанем карты просто, знаете, как бы, какая карта выйдет, что скажет. Что ждет мемберов BTS после окончания тура? Продолжат ли они активно работать вместе или каждый в основном пойдет в свое сольное направление? Вышла карта Король мечей. Это может быть говорить о туре вообще Король мечей. Все-таки мечи, они могут быть связаны и с музыкой. И вообще король именно мечей это как бы туры, да. Но тут тоже как бы после окончания тура, именно этого тура, вот как раз король мечей может говорить о продолжении. Потому что король мечей – это энергетика, что-то рассмотреть на будущее, да. Вот. Карта очень тесно связана с каким-то опытом. Вот. Потом еще, знаете, как, в общем, для молодого поколения по королю мечей такая энергетика. BTS являются как наставниками своего рода. С их берут примеры молодые исполнители, да. Это карта авторитета, в общем, да. И, например, вот этот тур, который у них, если вышла уж такая карта энергетика, какой-то аналитики своего рода, да, вот как бы после долгого такого перерыва у них сейчас тур, и эта карта, она как бы что-то собрать, проанализировать и в будущее как бы улучшить и дальше двигаться, в общем, да. И, например, вообще, если на будущее, может говорить как карта, ну, например, если в этой карте рассмотреть что-то на будущее, например, не только, ну, как бы, да, в этой карте есть движение, да, вот вперед. Но карта может говорить, что многое будет зависеть, да, от того. Эта карта однозначно какое-то решение, что касаемо будущего, да, работать дальше, не работать дальше, в общем. Ну, например, поступить правильно, вот, поступить правильно лично для них, да, выбрать путь и поступить правильно. Ну, вот такая энергетика карты, да. Говорит ли она карта о сольных каких-то проектах? Безусловно, король мечей может говорить о сольных, также и сольных проектах, да. Вот. Ну, достану еще карту сюда, в общем, так, больше все-таки. Ну, будут ли они коллективом? Я, наверное, думаю, так всех беспокоит. Вместе будут ли они дальше или нет. И вышла у нас карта императрицы, она подтверждает, в общем, да, то, что я сказала, в общем. Эта карта однозначно, ну, продвижение, роста, в общем, вот такая карта. Тоже связана карта с опытом, и как бы приумножить его далее, и, в общем, приумножение и рост, в общем, так на карте вот даже написано, да. Вот. Да, конечно, все карты, король мечей, императрица, они своего рода говорят о каких-то трудностях, могут говорить, да, о инвестициях в проекты и так далее. Это, безусловно, в этих картах есть. Но карты очень хорошие на будущее. И карты говорят, что да, дальше вот они собираются и дальше, в общем, нас радовать своими, в общем, выступлениями. Я хочу сказать, и король мечей – это четко направление, да, на будущее, карта направления. И, в общем, я хочу сказать, как бы они там были совместно или выступали сольно. В общем, в любом случае карты вышли реального роста и продвижения. Как будут складываться отношения Тэхёна и Чонгука после окончания тура? Ну, как мы видим, что окончание как бы не наблюдается, карты такие вышли. Наоборот, как бы движение вперед. Как будут складываться отношения Тэхёна и Чонгука после окончания тура? Сохранится ли между ними близость, общение и совместные активности? Возможны ли совместные проекты, эфиры, челленджи и другой контент? Карта вышла Дама жезлов. И, кстати, она сейчас тоже выходила, эта карта, вот я делала там бусти, да, ну, я, правда, выгрузила только в бенефиты, но, в общем, еще сейчас, вот после этого стрима, выгружу тогда на бусти.
И карта, в общем, однозначно активная энергетика. И что касаемо, будут ли складываться их личные дальше, да, есть ли развитие взаимоотношений Тахёна Чингука. Однозначно, да. Вот. А, совместное общение, активность, это уж точно карта активности, проекты, да, в этой карте, вот. Все то, что сказала, вот дама жезлов, это энергетика, в общем, реального продвижения, да. Здесь у нас карты тройка, ой, колесо фортуны, в общем, да, никаких изменений, в общем, все так же дальше, дальше, дальше и движется, да. Это карта, я не раз говорю, что это карта цикличности, также колесо движения, в общем. А, на карте написано везение, важное развитие, колесо фортуны. А здесь у нас карта была восьмерка жезлов. Смотрите, какие карты вышли. И дама жезлов, и колесо фортуны, и восьмерка жезлов. Именно в тему вопроса Тахён Чингук, их взаимоотношения, что касаемо тура и после тура, в общем. Эти взаимоотношения есть, и также дальше будут активно развиваться, потому что вышли две карты жезлов и колесо фортуны. Вообще просто суперские карты вышли. И я думаю, тот, кто задавал этот вопрос, вы как бы будете очень довольны, что вышли такие карты. С кем из мемберов у Чунгука наиболее вероятен совместный сольный проект в будущем? Да? Вот с кем? Карта десятка мечей, а вообще это карта своего рода стоп пока. Ну, остановлюсь на этом, да, энергетика такая. Пока не видится, ну, эта карта, знаете, эта карта пока все, стоп. И поэтому, да, конечно, карта как бы дальше у нас начало чего-то, да, какие-то что-то начальное. Но пока карта не говорит, да, мы видим там знак немножко стоп, да, пока мы не видим как бы ничего такого, что касаемо совместных проектов каких-то. Тут как бы тоже такой вопрос, сольный проект. Ну как бы, нормальный вопрос. Сольный проект в будущем. Что я уж тут начинаю продираться? Сольный проект в будущем. Пока нет. Вот. Как бы есть интерес, в общем, да, но карта больше, знаете, ну, есть в карте много сомнений таких, что, например, сольно, да, анализа какого-то, в общем, анализировать какие-то, вот, возможно, у него как бы сомнения, что вот не так что-то делал, много каких-то ошибок, ну, какие-то ошибки есть и так далее. Ну, вот карта такая, энергетика, да. Вот. Пока нет, вот вышла карта. Могут ли фанатские войны и требования отдельных шиперских групп реально повлиять на решение компании? Могут ли фанатские войны, требования отдельных шиперских групп реально повлиять на решение компании? В частности, могут ли они повлиять на то, с кем Чингук будет взаимодействовать? В этом смысле. И появляться в совместном контенте. Понятно. Так. Могут ли фанатские войны и требования отдельных шиперских групп реально повлиять на решение? Я просто хочу сказать, немного добавить к этому, что мы не раз об этом говорили. В частности, я, ну, как бы высказала свое мнение, что, допустим, они, естественно, мониторят и смотрят, что обсуждают фанаты, они четко за этим следят, и регулируют они, что касаемо, да, как подует ветер от фанатов, это, безусловно, да. В общем, ну, я посмотрю, что за карта вышла. Четверка чаш, это уж точно карта говорит о том, что, например, эта карта чаши все-таки общение, они учитывают как чувства, общение, в общем, да, фанатские войны. Здесь эта карта не требований каких-то, да, вот, ну, к примеру. Но четверки, если здесь какое-то решение, присутствует ли, безусловно, решение за компанией. И четверка чаши, он как бы компания учитывает, да, о чем говорят и так далее.
Вообще на карте написано усталость есть, да. То есть, например, компания уже устала от этого, к примеру, да, от фанатских этих войн, ну, грубо говоря, да. В частности, могут ли они повлиять на то, с кем Чингук взаимодействовать и появляться в совместном Ну, безусловно, да. Устали они, конечно, от этого, но карта, например, если нужно, то да, в общем, да, вот. Могут расставлять, могут вносить какие-то изменения, в общем. Эта карта, знаете, вообще четверка чаш, она, ну, как бы все четверки, они связаны с ростом, что касаемо, да, чего-либо. И, например, вот если, скажем, контент, да, ну, привязываемся к этому, потому что чаши, есть какой-то контент, ну, или, например, вот взаимодействие, к примеру, да, Чонгука, взаимодействие, в общем, где-то там, да, есть контент. И эта карта однозначно, ну, например, смотрит, приносит ли какой-то рост это. Если нет продвижения роста вот этому, да, взаимодействию контенту, то, в принципе, стоп. Или могут что-то менять, вносить какие-то коррективы для того, чтобы это двигалось. Это карта своего рода улучшения чего-то. Вот, для достижения какой-то цели. В любом случае, все четверки это как бы какая-то цель есть. Вот, кстати, шестерка пентаклей. Вот, эта карта, да, вот дать. Я не раз говорила, это карта благотворительности, в общем. Ну, я к тому, что в любом случае внесение, да, в тему вопроса. Вот. И карта жрица вот, вышла. Тайные дела, скрытые факторы, в общем. Я думаю, название, даже вот я вам говорю, название карты, они говорят в тему этого вопроса сами за себя, в общем. Безусловно, да. Как компания будет действовать в отношении взаимодействия Чонгука с Тэхёном и Чимином? В общем, да, такие большие... в общем, фанатские два больших движения Чигу и Вигу, в общем, да, будут ли компания, будет ли она учитывать давление фанатов или решение будет приниматься независимо от этого. Вышла карта Мир, в общем, эта карта однозначно связана вообще с окружением, фанаты, в общем, компания. Так, как компания будет действовать в отношении взаимодействия Чингука с Тэхёном и Чимином? Ну, вообще, это карта планов, с планами связана, и реализация этих планов, да. И вообще в этой карте, знаете, как бы в любом случае это карта завершения. И вот мне сразу так раз, бах, и пришло, что что-то же они меняют, что касаемо этих взаимоотношений, да. В общем, хочу сказать, в общем, так мне сразу, да, ждите новшеств, вигукеры, чигукеры, в общем, да. Это, знаете, вот в негативе карта может говорить, это что-то узкое такое, да, узконаправленное, которая не несет какого-то, в общем, дальнейшего развития, да, и для того, ну, как бы, и здесь поиск чего-то новенького, все-таки карта завершения мира, да, родить новые какие-то союзы, вот, наколдовала. Вот так, дальше. Какова вероятность третьего сезона тревел-шоу? Я думаю, вот это вообще очень интересный вопрос. Какова вероятность третьего сезона? Потому что Тэхён, Чонгук и Хосок, они так интенсивно там сейчас что-то готовят и снимают. Вообще они сказали, что будет ран еще. В общем, намекали они на последнем лайфе Чонгук и Тэхён. И, в общем, ждем, естественно, от них новые раны, а также они что-то вот снимают, именно эта троица, Тэхён, Чонгук и
Хасок, и, возможно, у них будет новое тревел-шоу. Но у нас вопрос, какова вероятность третьего сезона тревел-шоу с Чонгуком и Чимином? Есть ли перспектива продолжения этого проекта? Так, кто-то переживает явно, да, чтобы не было этого проекта, или наоборот, чтобы этот был проект? Такой вопрос. Будет так, есть ли перспектива продолжения, да, этого проекта? Вот такая карта. Паж жезлов — это однозначно карта продвижения каких-то дел, движения, в общем, инициативы карта и уж явно карта каких-то новостей. Может быть, карта в тему того, что все-таки от них будет вот этот ран, и какой-то будет еще какие-то контент будет от троицы Тэхён, Чонгук и Хасок могла выйти карта. Вот. Ну, если в тему вопроса, то карта говорит о продвижении. Вот. Карта может говорить, есть какие-то неудачные моменты в предыдущих проектах, ну, в негативе. Вообще очень позитивная и хорошая карта, я вам скажу, да. Это, например, новая фаза какая-то, да, вот, например, что-то внести в это и как бы дать старт этому, успешный, кстати, старт. Но в негативе может говорить, что вот то, что как бы эти были как бы вот предыдущие части тревел-шоу, они могут намекать на то, что много, по мнению, к примеру, не знаю, тут нет ни компании, никого, ну, не знаю. Может говорить о том, что, ну, объективно, да, вообще карта какие-то сомнений, стоит ли продолжать, можно сказать. Но в любом случае карта активная такая, ответ на вопросы есть продвижение. Но что касаемо именно каких-то персональных вопросов, то явно карта требует какого-то еще и анализа, и как бы, и, возможно, старая. Ну, те предыдущие сезоны анализируют, в общем, да. Ну, к примеру. Ну, ответ на вопрос «да». Какая вероятность? Продолжение будет. Так, по поводу взаимодействия Тэхёна Чонгука на концерте, ситуация вот Арлингтона, почему в некоторых моментах 15-16 августа взаимодействие Тэхёна Чонгука было заметно меньше, чем ожидали фанаты. Не буду карты доставать, потому что 2 раза доставала. В общем, одно видео, я вам говорила в начале, вроде бы как бы слетело, но я посмотрела перед этим стримом, вроде бы оно грузится в обработке. Но я записала быстренько еще одно видео, хотя не люблю повторно задавать вопросы, доставать карты на одни и те же вопросы. Но в любом случае я как бы сделала, да. Поэтому можно прийти на Бусти, подписаться и это посмотреть. Вот, в общем, да. Но как бы было ли это связано исключительно с форматом концерта и обстоятельствами, или за этим стоит что-то еще, в общем. Хочу сказать, из тех карт, которые вышли, там больше вышло что-то личное, в общем. Я думаю, здесь, в общем, ну, если касаемо такая версия, что касаемо там компании на это повлияло, да, там, что они пошире сидели в Вигу там, и Тэхён не так уж эмоционально был предрасположен к общению с Чонгуком. В общем, ну, в таком ключе хочу сказать, здесь как бы компания, скорее всего, с тех карт, которые вышли, ни при чем. Вот, вот так. Вот так. Вот Айша, я не знаю, кому вы писали, не было этого проекта. Вот. Я не знаю, кому вы, Айша, написали. Не было этого проекта. А кому вы мне написали, можете написать. Или кому-то, может быть, ответили. Что вы имели в виду? Вот. Напишите, кто еще пришел.
Так, все, буду заканчивать. Я про тревел-шоу. Не было этого проекта. Так тревел-шоу уже был. У нас Чингука Чимином были же тревел-шоу, да? Вот. Чтобы не было продолжения. Чтобы не было, не хотите продолжения? Вот. Ну, видели, какая карта вышла? По жезлу вышла карта. Вот. Руслан Мамедов, привет-привет. Так что продолжение. Ну, я говорю, карта могла и выходить, выйти вообще, как бы, если... Понимаете, они же вот в группе BTS, они все семеро, они очень тесно взаимодействуют, да, и карты, мы как бы их читаем тему вопроса, но они могут вообще считывать какую-то энергетику в целом. И это уж однозначно по жезлам, это карта каких-то нового чего-то, новых проектов. И тем более такая начальная стадия. И карта может напрямую затрагивать вообще деятельность компании BTS. И что касаемо каких-то контентов, вот именно travel-шоу, это именно путешествия и так далее, есть интерес большой. Вышла такая карта. Я уж однозначно карта развития. Это не обязательно Чунгук и Чимин. Да, конечно, я озвучила в тему вопроса, но карта может в целом считать их сейчас энергетику, что касаемо travel-шоу. Это может и быть сейчас и следующие раны, и может быть контент от Тэхёна, в общем, и Чунгука и Хасока, хотя этого вопроса нет, но я достану сейчас карту, мне самой интересно, да, какая карта выйдет, а потом уже мы, знаете, с вами пересматриваем, и привет-привет, Ирина. Привет, Ирина. И как бы думаю, во, как карта вышла, вот она что хотела сказать, блин, плутовка, да? Ой, ну я сейчас заканчиваю, ну, чуть-чуть так прикрою, чтобы меньше шумело. Ну, давайте так, от Тэхёна, Чунгука, хотя они радуют нас каким-то контентом, они же постоянно что-то выгружают. Но мы в любом случае давайте спросим, будет ли от Тэхёна, Чунгука и Хасока какой-нибудь там что-нибудь, да, что-нибудь там, какой-то контент, что касаемо вот их путешествий, там, видосики и так далее. Пятерка пентаклей, да, эта карта, она может говорить, что вот я хочу сказать, тут вот пятерка пентаклей, здесь шестерка пентаклей вышла, вот шестерка пентаклей, а здесь вышла карта десятка мечей. Это можно сказать, вот смотрите, как карты можно проанализировать. Пятерка пентаклей вообще карта говорит о том, что в любом случае есть, да, что-то есть. Но как бы еще нужно что-то дорабатывать в этой карте, понимаете, да? Чего-то не хватает. Возможно, не хватает материала еще какого-то, да? Ну, нужно еще там что-то доделать, дособирать и так далее. Но, а дальше идет как раз шестерка пентаклей, да? А десятка мечей может говорить, вообще это не... Карта очень тесно связана с анализом. И, например, можно даже сказать, что-то готово, и пока и нужно принять какое-то решение, выгрузить или не выгрузить шестерка пентаклей, дать это или не дать, например, да, фанатам и так далее. Но вообще карты вышли и пятерка, и шестерка пентаклей, такие очень хорошие карты, они говорят о том, что у них есть реальный какой-то контент у троицы, да. Но, в общем, даже десятка мечей говорит о завершении каком-то, вот. И шестерка как бы готовы что-то дать, но в картах, знаете, есть такое, нужно что-то еще. Для того, чтобы дать, еще нужно что-то, понимаете, да, что-то улучшить, например, доснимать, в общем, и так далее, и дать. И как бы вот шестерка пентаклей, я даже смотрю на рисуночек, здесь девушка сидит, и там, в общем, часики такие, вот, понимаете, да, ждут, возможно, подходящий какой-то момент, время,
Ну, вообще по картам я вижу, что нужно еще что-то с их стороны вкладываться в их контент, чтобы дать, в общем. Ну, как бы остановлюсь на том, что от Троицы будет реальный контент, в общем. Все. Спасибо вам за то, что пришли, за вашу поддержку. Вы просто молодцы. До следующих встреч. Не забывайте подписываться. Кстати, тут кто-то написал, в общем, так, вот. Я вообще не достаю, в общем, бесплатно карты никому, только за деньги. Не то, что я там, в общем, такая, знаете, все за деньги. Просто как бы считаю, что... Но где девушка написала, что я хотела ей достать, но она удалила. Значит, она говорит за подписку, за лайк, в общем, достаньте карту. Ну, она же что-то сделала, там, подписка, лайк, но она удалила. В общем, вот так. Всех люблю и до следующих встреч. Пока-пока!